Зовут меня Ксения, являюсь я сотрудником благотворительного фонда помощи гражданам Добро Мира. Находимся мы сегодня в стенах нашего центра временного пребывания. Центр временного пребывания – это то место, где наши подопечные могут находиться в период между прохождением лечения либо реабилитации. Ввиду того, что фонд оказывает помощь не только русским гражданам, не только российским, не только москвичам, но и гражданам других стран, в том числе стран постсоветского пространства, руководством фонда было принято решение арендовать квартиру, в которой могут наши подопечные проживать с их комфортом. В квартире есть все для того, чтобы они могли спокойно поспать, спокойно покушать, принять, допустим, ванну и продолжить реабилитационные программы. На сегодняшний день в центре проживают у нас двое ребят. Муса Умаханов, который ожидает следующей программы реабилитации, и Александр Женко, который на сегодняшний день занимается оформлением документов для проживания в России. И изначально это был наш подопечный, впоследствии он стал и помощником центра, очень важным, очень незаменимым. Что касаемо ребят еще, в центре, в фонде есть люди, которые не имеют родственников, не имеют близких, которые являются сиротами, которым некуда пойти на сегодняшний день после прохождения реабилитационных программ, поэтому они будут проживать здесь до тех пор, пока они не восстановятся. Если говорить о всех подопечных фонда, то, как правило, это тяжело раненые люди, это инвалиды с очень тяжелыми ранениями, у многих из которых нет возможности к самообслуживанию. В связи с этим фонд предоставляет, оплачивает услуги сиделки. Если говорить про полную работу фонда, то фонд занимается не только предоставлением реабилитационных программ и оплатой реабилитационных программ, но и в том числе в помощи и оформлении каких-то социальных услуг и нужд. То есть сотрудники фонда занимаются документальной частью, оформлением определенных документов для наших подопечных, потому что многие из них, к сожалению, не имеют физических возможностей. Как пример, мы занимаемся на сегодняшний день переоформлением индивидуальной программы реабилитации МУСы для того, чтобы ускорить процесс получения документов, чтобы впоследствии он мог воспользоваться всеми льготами, которые предоставляет наше государство для него. Что касаемо ребят еще, то если говорить обо всех тех, кого нету сегодня в центре, потому что находятся на реабилитации, то в основном это ополченцы, которые получили ранения во время боевых действий на территории Донбасса, которые добровольно пошли защищать русский мир, которые оставили свои семьи, свои дома, которые не побоялись пойти под пулю. И в основном все эти люди, которые, не все, но часть тех людей, которые находились когда-либо в фонде, сделали небольшой фотоколлаж, сделали небольшую фотогазету для того, чтобы память о них запомнилась у нас навсегда. Александр? Возьми пиалу. В гостях находится Патрик. Помимо того, что в фонде находятся люди достаточно взрослого, зрелого возраста, это мужчины в первую очередь, потому что в ополчение в основном мужчины идут. Фонд в том числе занимается оказанием, предоставлением помощи детям, которые пострадали. Один из наших подопечных, Саша Шестак, изначально он обращался к Елизавете Петровне Глинке, фонд доктора Лизы, и впоследствии они обратились к нам. Саше была оказана услуга по протезированию глаза. В определенный период, когда начался обстрел, Саша просто закрыл с собой свою племянницу для того, чтобы спасти ей жизнь. Помимо этого, здесь в центре у нас находился Игорь Нестеренко, у него
онкологии, они проходили здесь курс химиотерапии, они проживали здесь вместе с мамой. Если подрезюмировать, то это тот дом, где, наверное, всегда рады видеть наших подопечных, где всегда им помогут, где никогда им не откажут в помощи, где дадут им крышу над головой, спальное место, не знаю, все эти нужды, которые им нужны. Это комната мальчиков, где проживают у нас мальчики, где проживают наши подопечные, где они могут спокойно спать, ну и заниматься личными делами, как сейчас, например. Фонд, кстати, занимается в том числе оказанием гуманитарной помощи. У нас потихонечку, помаленечку собираются сумки, которые впоследствии будут переданы на Донбасс нуждающимся семьям, нуждающимся детям. Это и вещи, это и постельное белье, это книги. В том числе есть книги для незрячих детей, у которых проблемы со зрением. Это наша маленькая кухня. В принципе, у нас здесь есть все для того, чтобы ребята спокойно кушали. На столе у ребят обязательно всегда есть что-то мясное, обязательно есть овощи для того, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии. Обязательно фрукты, кстати, есть у нас. Продукты оплачивает либо фонд сам, покупается за счет средств фонда, либо, допустим, привозят те люди, которые оказывают нам определенную поддержку. На сегодняшний день фонд не получает никаких государственных субсидий, никакой государственной поддержки, никаких государственных дотаций. Фонд существует исключительно за счет добровольных жертвователей. Это те люди, которые не прошли мимо нашей беды, не прошли мимо беды наших ребят, не прошли мимо проблем Донбасса, которые понимают, которые готовы помогать и, собственно, оказывают определенную поддержку. На сегодняшний день мы остро нуждаемся как в продуктах питания, как в медикаментах, мы остро нуждаемся в теплых зимних вещах, потому что приближается зима, а ребят у нас много, которым нужна эта помощь. И, естественно, необходимая финансовая поддержка, потому что те средства, которые поступают на счета фонда, их катастрофически не хватает. Во всех местах, где я проходил обучение на территории России, везде относились хорошо. Везде помощь была бесплатной. То есть всем необходимым для лечения государство нас обеспечивало, российское. И отношение врачей на самом деле удивляло, потому что они не разделяли на своих, чужих, приезжих, еще кого-то. То есть они просто занимались своим делом, они лечили. Пошел воспалительный процесс, и нужно было срочно оперировать. Такой возможности, опять же, не было. Вот. Через общих знакомых вышли на благотворительный фонд «Добро мира», который в то время находился в городе Тула. Вот. Отправили свои выписки, то есть историю болезни, то есть, все данные, которые были необходимы. После чего буквально в течение, может, дня-двух мне позвонил председатель фонда, вот, сказал, что готовы принять и помочь с лечением. То есть, в течение какого времени, но готовы. То есть у меня, в принципе, альтернативы на тот момент не было, я собрался, поехал. Когда приехал, увидел ребят, то есть познакомился со всеми. Все ребята, что порадовало, это очень дружный коллектив. То есть ты приезжаешь не как в больницу, да, к каким-то незнакомым людям, еще к кому-то, а ты приезжаешь, грубо говоря, в семью, где каждый готов поддержать, помочь, подсказать. И буквально в течение, вот я побыл там 1,5 недели, и мне позвонили, сказали, что открылась программа государственная от ФМБА в России, и меня могут взять в больницу прооперировать. Я в июне месяце 2017 года я обратился в фонд «Добра и мира». Это один-единственный фонд, который не прошел мимо моей беды, который по сегодняшний день оказывает колоссальную поддержку, внимание, различные лечения, консультации
известных нейрохирургов. Также оплатили мне первый курс реабилитации полуторамесячный. И вот на сегодняшний день я также нахожусь в фонде. Если мы все вместе объединимся, Россия это огромная страна, многонациональная, очень огромная страна. Если мы все вместе объединимся и будем делать добро, то поверьте, у нас все получится.